Экстренные выпуски новостей. Заплаканные дикторы. Вся Турция и мир в шоке. Любимец миллионов, Чагатай Улусой, срочно госпитализирован. Врачи молчат, а СМИ трубят. У актера смертельная болезнь, и ему осталось совсем немного. Неужели это конец? История Чагатая началась 23 сентября 1990 года в Стамбуле. В его жилах течет уникальная смесь балканской крови. Мать родом из Боснии, а отец – иммигрант из Болгарии. Именно этому происхождению актер обязан своей нестандартной, притягательной внешностью. В детстве Чагатай был далек от мира искусства. Высокий рост 190 сантиметров и отличная физическая подготовка определили его увлечения – плавание и баскетбол. Он всерьез планировал стать профессиональным тренером. Параллельно со спортом он поступил в Стамбульский университет на факультет ландшафтной архитектуры. Жизнь казалась предрешенной. Но судьба вмешалась круто. Друзья уговорили эффектного парня попробовать себя в моделинге. Успех был мгновенным и оглушительным. В 2010 году, в возрасте 20 лет, Чагатай одерживает победу в престижнейшем конкурсе Best Model of Turkey. Это стало поворотной точкой. Прямо в ночь триумфа ему поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Главная роль в телесериале назвала «Я ее Фериха». Мир потерял архитектора, но приобрел суперзвезду. В 2011 году Чагатай проснулся не просто знаменитым, он стал эпицентром настоящей массовой истерии. Вчерашний студент, привыкший к тихим прогулкам и спортивным площадкам, внезапно обнаружил себя под ослепляющим, безжалостным светом софитов. Слава обрушилась на 21-летнего парня с такой разрушительной силой, которой невозможно подготовиться. Поклонницы буквально сходили с ума, они сутками дежурили под окнами его дома, блокировали выезды со съемочных площадок и готовы были бросаться под колеса автомобилей ради одного случайного взгляда кумира. Чагатай потерял самое ценное – свободу. Он больше не мог просто выйти за хлебом или выпить кофе с друзьями. Желтая пресса открыла на него настоящую охоту. Папарацци следили за каждым его вздохом, выдумывая скандалы на пустом месте и пытаясь найти хоть малейший повод для громких заголовков. Жизнь превратилась в золотую клетку, где каждое твое слово рассматривается под микроскопом. Многие молодые звезды ломаются на этом этапе. Звездная болезнь, депрессии, нервные срывы – это стандартный сценарий для тех, кто слишком рано взлетает на Олимп. Но Чагатай оказался выкован из стали. Вместо того, чтобы утонуть в тусовках и скандалах, он закрылся от внешнего мира и начал работать как одержимый. Он ночами брал уроки актерского мастерства, стирал себя в кровь на площадках, чтобы доказать критикам, он не просто красивое лицо с обложки журнала, он настоящий драматический актер. К 2013 году, когда он забрал самую престижную телевизионную награду страны – «Золотую бабочку», даже самые злые скептики были вынуждены аплодировать ему стоя. Он выдержал это адское давление. Он стал символом успеха, непобедимым титаном турецкого шоу-бизнеса, у которого впереди были десятилетия триумфа. Разве мог кто-то тогда, глядя на этого полного энергии и жизненных сил парня, представить, что однажды миллионы людей будут со слезами на глазах обновлять новостные ленты в ожидании чуда? Как человек, победивший саму систему шоу-бизнеса, оказался сегодня совершенно бессилен перед безжалостным и страшным диагнозом. Получив статус национального героя, Чагатай Улусой совершил то, чего от него никто не ожидал. Вместо того, чтобы купаться в лучах славы, посещать элитные тусовки и наслаждаться статусом самого желанного мужчины Турции, он просто исчез с радаров желтой прессы. Журналисты сбились с ног, пытаясь найти хоть какие-то скандальные подробности его романов. Но актер выбрал путь отшельника. Он приобрел дом вдали от шумного мегаполиса, увлекся морской рыбалкой, спокойной жизнью на природе и начал жить максимально закрыто, яростно оберегая свое личное пространство от чужих глаз. Но тихая жизнь вне камер не означала остановку в карьере. В 2018 году Чагатай делает абсолютно беспрецедентный шаг. Он становится первым в истории турецким актером, который подписывает эксклюзивный контракт и возглавляет оригинальный проект мирового гиганта стриминговой платформы Netflix. Фантастический экшен «Защитник» прогремел на всю планету.
Его лицо появилось на гигантских билбордах от Нью-Йорка до Токио. Десятки миллионов новых зрителей по всему земному шару открыли для себя этот феноменальный талант. Именно тогда начались его пугающие и невероятные физические трансформации. Чагатай сознательно начал убивать в себе образ глянцевого мальчика-модели. Ради сложных, надрывных драматических ролей он начал проводить жестокие эксперименты над собственным телом. Он экстремально набирал десятки килограммов веса, отращивал неряшливую бороду, брился наголо, менял походку и доводил себя до полного физического и морального истощения в кадре. Он сутками жил жизнью своих героев, сломленных, больных, потерявших надежду людей. Актер буквально ломал себя ради искусства. Глядя на его железную дисциплину, мощную физическую форму и фанатичное отношение к работе, ни один человек в мире не мог даже допустить мысли о реальной трагедии. Как этот крепкий мужчина, способный выдержать любые запредельные нагрузки на съемках, вдруг оказался прикованным к больничной койке? Как судьба могла так безжалостно ударить в спину человека, находящегося на самом пике своих возможностей? Сегодня, когда интернет тонет в слезах фанатов, мы вплотную подходим к тому моменту, когда сказка превратилась в сущий кошмар. Казалось, его карьера достигла того абсолютного пика, выше которого просто некуда расти. Настоящее время стало для Чагатая эпохой невероятного, оглушительного триумфа. На экраны выходит сериал «Эшреф», и с первой же серии проект производит эффект разорвавшейся атомной бомбы. В паре со слепительной Демет Оздемир они создают на экране такую бешеную, искрящуюся химию, что зрители просто теряют голову. Рейтинги пробивают потолок и бьют все исторические рекорды телевизионных трансляций. Каждый новый эпизод «Эшреф» становится главным событием недели. Улицы турецких городов снова пустеют, как это было на заре его карьеры, а социальные сети разрываются от миллионов восторженных комментариев. Чагатай и Демет – самая обсуждаемая, самая красивая и страстная экранная пара современности. Улусай находится в зените славы, он полон сил, творческой энергии и грандиозных планов. Жизнь бьет ключом, впереди маячат новые многомиллионные контракты. Ничто не предвещало беды. Абсолютно ничто. И вдруг, в один совершенно обычный день, время словно остановилось. Информационное пространство разорвал экстренный выпуск. На экранах гаджетов появились черные плашки с пометкой «Срочные новости». Ведущие центральных турецких телеканалов с бледными лицами и едва сдерживая дрожь в голосе, сообщили страшную весть: Чагатай Улусай экстренно доставлен в реанимацию в критическом состоянии. Диагноз, прозвучавший в эфире, ударил как смертный приговор. Тяжелая, неизлечимая болезнь, о которой никто из близкого окружения даже не догадывался. Инсайдеры начали публиковать пугающие подробности. Врачи бессильны, лучшая медицина разводит руками, и счет жизни любимца публики идет буквально на часы. Как? Почему именно он? Тот самый сильный, непобедимый герой из Эшреф, за чьей судьбой с замиранием сердца следит весь мир, прямо сейчас беспомощно угасает на больничной койке. Интернет мгновенно погрузился во мрак. Миллионы людей по всей планете впали в оцепенение, отказываясь верить в эту чудовищную, несправедливую реальность. Весть о критическом состоянии Улусая разлетелась по планете быстрее скорости света. Социальные сети захлебнулись в панике миллионов поклонников. Турецкая киноиндустрия полностью остановилась. Съемки мегахита «Эшреф» были немедленно прерваны. Ослепительная партнерша Чагатая, Демет Оздемир, узнав страшную весть, просто не смогла сдержать слез. Толпы обезумевших от горя фанатов начали стихийно стягиваться к крупнейшим клиникам Стамбула. Вся страна погрузилась в тяжелейшее ожидание вестей из реанимации. Но пока мир со слезами на глазах прощался со своим кумиром, самые внимательные журналисты и сыщики из интернета начали замечать странные, пугающие нестыковки. Почему семья и официальные менеджеры актера хранят гробовое молчание? Почему ни одна из главных больниц не подтверждает факт экстренной госпитализации? И тут, словно сокрушительный удар молнии, информационное пространство разрывает новое, еще более шокирующее заявление, которое переворачивает все с ног на голову. Никакой палаты реанимации.
Никакого смертельного диагноза. Чагатай Улусый жив, абсолютно здоров, полон сил и продолжает наслаждаться жизнью. Вся эта леденящая душу трагедия оказалась жестокой, циничной и пугающей реалистичной мистификацией. Неизвестные злоумышленники применили передовые технологии искусственного интеллекта. Они использовали мощнейшие нейросети для точного клонирования голосов дикторов и технологию Deepfake, чтобы безупречно подделать лица настоящих телеведущих. Хакеры скопировали фирменный стиль новостных выпусков известных турецких каналов, наложили бегущие строки и тревожную музыку. Сгенерированные бездушной машиной ролики разлетелись по сети как лесной пожар, мастерски и безжалостно сыграв на самых светлых чувствах людей. Этот безумный инцидент не только показал, насколько огромна и безгранична любовь зрителей к Улусую, но и заставил весь мир содрогнуться от ужаса. Масштабная кибератака на эмоции стала жестоким уроком для каждого. В новую эпоху развития нейросетей мы больше не имеем права безоговорочно верить даже тому, что видим собственными глазами. Эта пугающая иллюзия заставила мир замереть от ужаса. Но главное, Чагатай жив и абсолютно здоров. Он возвращается на площадку суперхита Эшреф Гдимет Оздемир, чтобы бить новые рекорды. Жестокий обман лишь доказал, любовь людей к Улусую безгранична. Пожелаем ему долгих лет и новых побед. А нам всем быть осторожнее в эпоху нейросетей.